Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня будем готовить свиные ребрышки на гриле и жареную картошку для ужина. Наши ребрышки мы помыли, очистили от пленки, разрезали на порционные кусочки. Для того, чтобы очистить от пленки, лучше, конечно, когда оно цельным куском очищать. Но я хочу показать вот эта пленочка, и вот таким образом она очищается от нашего ребрышка. Для приготовления маринада мы будем использовать яблоки. Нужно брать кисло-сладкие яблоки, в данном случае это семеринка. Пойдет штук 5 яблок средних, помидоры штучек 5 тоже средних, лук 4 штучки средних, лимон, перец мы будем запекать отдельно. Также понадобится нам подсолнечное масло для того, чтобы смазывать. Подсолнечное масло хорошим является проводником специй. Соевый соус, острый перчик чили, чеснок сухой, горошек черный молотый, соль, мед жидкий, хмели сунели, базилик и горчичка. Теперь начнем натирать наши продукты. Я начну с лука. Немножко буду плакать. Ну, у нас сегодня ветерок. Надеюсь, что ветерок отгонит слезы. Вы знаете, какая красота все-таки терочка, да? Нет света, зато есть терка. Поломался блендер, зато есть терка. Так, натираем. Ошметочки будем пока складывать сюда. Вот. Лучок сочный, уже побежал сок. Кому интересно, лук используем медуза. Летний, сладкий, вкусный, сочный лук. Натираем. Неважно, что там, где-то крупное, где-то мелкое. Всё мы будем вот так. Замечательно. Так, начинаю с яблок. Можно так натирать, и шкурка, если будет оставаться, чтобы шкурка туда не шла, чтобы меньше было отжиманий. Вот так. Помидоры, яблоки, все выращено в нашем саду, на нашем огороде, экологически чистое. Так. Сейчас осень. Хочется уже чего-то горяченького, мясного. Овощи, фрукты уже немножко приелись. Хочется мяска. Последние теплые деньки нужно использовать. Яблоки большие. Я так думаю, что этого будет достаточно. Останется несколько штучек, дотирать не буду. Вот
теперь помидорки. Тоже натираю так, чтобы шкурочка оставалась с одной стороны половинки. Вот так. Если нет помидор, можно использовать кетчуп. А помидоры натрем все. Помидор много не бывает. Да. Помидоры у нас все любят. И последние помидорки. Так, натерли. Теперь убираем это все. Нам уже не понадобится. И будем ссыпать наши специи. Итак, соевый соус. Пару чайных ложек берем. Ну, у меня любят поострее, я добавляю 3. Мед. Пару чайных ложек. Здесь пару чайных ложек. Мед хорош для карамелизации. А если у кого нет меда, можно использовать сахар тоже. 2-3 ложки. Здесь у меня уже по чайной ложке хмели-сунели, базилик, горчица, где-то, ну, буквально, чтобы не очень остро было, где-то 1/4, даже можно 1/3 чайной ложечки. Ну, я вот так вот, уже зная пропорции, и так достаточно будет. Так, сухой чеснок. Точно так же. Сухой чеснок, чайную ложку. 1,5 может. Вот так достаточно. Перец, чайная ложка, молотый, черный. И подсолнечное масло. Подсолнечное масло. Здесь у нас 3 чайных ложки. Необходимо для смазывания мяса. Вообще считается подсолнечное мясо хорошим проводником специй для пропитки. Так, теперь нужно лимон. Вот так вот выдавливаем лимон. Такая наша кислота. Да. У нас кислота еще и помидоры дают. Не забываем. Потому что кетчуп, он сладкий. А помидоры наши сладость такой, как кетчуп, не имеют. Поэтому мы выдавливаем половинку. И будем все перемешивать. Вымешивать будем в перчатках. Кислота на пользу рукам не идет. В процессе вымешивания будем добавлять соль. Этого достаточно. Так, вот такой соус у нас для маринада наших ребрышек.
И погружаем наши ребрышки в этот соус. И будем их вымешивать. Так. И начинаем их. Куски, которые потолще и где больше мяса, на дно будем опускать. Те, которые потоньше, наверх. Ну, нужно их хорошенечко обволакивать. Так, сейчас приподнимать снизу наверх, чтобы они все так будут пропитываться. Желательно косточкой вверх их перевернуть, а мяском вниз, чтобы сок пропитывался хорошо. Так, наши такие кусочки вниз. Вот так вот. Маринад наш будет работать 6 часов. Возможно, кто хочет на ночь, часов на 12, тогда нужно поставить в холодильник. А если на 6 часов, то нужно, чтобы оно было в тепле. Так, сейчас надо, чтобы все было покрыто, вытянуть. И закроем потом пленочкой все. И поставим мариноваться. Секундочку. Вот так. Вот так. И пленочкой. Закроем пленкой. Осталось подождать 6 часов, и можно распаливать наш мангал и жарить. Добрый вечер. Для вас прошло пару секунд, а для нас прошло уже 6 часов. Ребрышки наши подготовились уже, промариновались. Но какие ребрышки без картошечки? Поэтому начнем с картошечки, сынок пока приготовит нам угли на ребрышки, а мы будем жарить картошку. Приступаем. У нас вот такая чугунная сковорода, бабушкина еще. Даже не бабушкина, а прабабушкина чугунная сковорода 1938 года. Я пользуюсь домашней подсолнечным маслом. Как-то не могу воспринять нормально рафинированную. У меня такое ощущение, что все свойства полезные оттуда все уже вытравлены. Накрываю крышкой, пусть наше масло разогревается. Мы почистили картошку, такую среднюю размеров, и на 4 части каждую картошечку разрезали. Будем обжаривать такими кусочками крупными, она будет более аппетитней. И используем для более усиления вкуса чесночок тертый с подсолнечным маслом. Также мы перец сделаем прямо на плите, положим его для того, чтобы он подпекся. Снимем шкурочку, он уже потрескивать начинает,
поддергиваться. Будем переворачивать его. И овощи к ребрышку тоже будет в самый раз. Ждем, пока нагреется подсолнечное масло наше. Вот наше масло уже побелело. Еще минуты 3, и можно будет вылаживать нашу картошку. Пока масло будет нагреваться, мы порежем петрушку, чтобы время не тратить. Петрушечкой мы посыпем и картошечку, и ребрышки наши. Зелени много не бывает. Да, зелень – это самое лучшее для желудочно-кишечного тракта, потому что это клетчатка, которая дает способность к перевариванию пищи и выделению желудочного сока. Так, петрушечка наша порезана. Знаешь, это просто вкусно. Да, просто вкусно, просто полезно. Все лето кушали петрушку, пришла осень, уже не будет в таком объеме петрушка. Но ничего, мы на подоконнике вырастим петрушку. Итак, наше масло готово. Высыпаем картошечку. Очень аккуратно высыпаем от себя, потому что, чтобы масло не попало вам на лицо, на руки. Вот как она уже хорошо зашипела. Я картошку накрываю, когда жарю, чтобы она внутри тоже вся пропарилась. Она и подрумянится замечательно. Вот такая картошечка у нас будет. Ну вот. Ждем. Теперь мяско можно. Да, теперь займемся мяском. Так, сыночек, уже там угли готовы? Да, все. Все, давай. Берем нашу мисочку с мяском. Вот наши ребрышки. Снимаем пленочку, которую мы накрывали. И начинаем. Для этого нам необходимо снять тот жмых, который появился на ребрышках. Перчаточки одеваем для удобства. Так, надо перевернуть перчик. Вот он уже поджаривается. Со всех сторон будем его обжаривать. Вот так. Пропекается. Потом снимем шкурку. Так, сейчас варежки. Рукавички. Так. Мы будем счищать это наши. Можно руками так быстренько. Руками, да? Да, будет проще. Мне кажется, что так тоже неплохо. Руками. Тут уже как Да. Как пойдет. пойдет хорошо, но со вкусом. Да. Вот так оно. Поменяло цвет уже. Краснота ушла. Оно такое стало промаринованное, хорошо пропитанное. Вот такое вот. Такое. Структура хорошая появилась. Сын говорит, структура хорошая появилась. Да. Спасибо сыночку. Он у меня оператор.
и режиссер. Что бы я без него делала? Учимся, ты учишься, я учусь, Да, ты учишься. это все в жизни пригодилось и пригодится. Такой тихий вечер осенний. Так тепло. Просто замечательно вечер. Всей семьей сядем, поужинаем. Скоро придет зима, уже не сможем пользоваться нашей чудо-печкой. Все лето мы готовим на ней все шашлычки, окорочка, все, Не, ну почему? рыбку. Если И мы людям по- понравится, можно и зиму перформанс сделать. Да, попробуем. Хотим, чтобы вы наши рецепты попробовали, которые... Можно пускай присылают. Да, пожалуйста. Есть пожелания, например, это Ставьте лайки, подписывайтесь. подписывайтесь, оставляйте комментарии свои. Лайки. Может быть, что-то подскажете. Мы обязательно примем к сведению ваши советы. Если подписчикам понравилась наша печь, пускай рисовать рецепты, которые не хотели бы посмотреть на этой печке. Да, конечно. Можем повторить? Да. У меня мечта сома. Мечта приготовить сома на этой печке большого. Вот надо только найти его. Так. А как же наша картошечка там поживает? Сейчас посмотрим. Ох ты, красавица. Так, мешаем. Мешаем. Чаще мешать для того, чтобы она со всех сторон убежала одна. Ну ничего. Главное, ставить подписку. Да, мы ее вернем назад. Ага. Сейчас у нас печка чистая, вымытая. Так что продолжает жариться. Так, смотрим перец наш. Переворачиваем еще на другие бочка его. И вот так вот, пока картошка наша будет жариться, и перчик наш тоже уже мягенький такой. Так. Как хорошо. Мясо? Да. Занимаемся мясом. Так, мясо наше. Мы его очистили от нашего соуса, Чтобы не было прижарено. потому что пригорит черные вот эти кусочечки. Сейчас мы его выложим на решетку. Выкладываем так, чтобы они не прикасались очень близко. И толстые кусочки, толстые части мяса, вот здесь тоньше, здесь толще, в серединку, чтобы хорошенечко прожарились. Чтобы хорошенечко прожарились. А самые толстые, вот такие вообще в серединку, вот так ложим их. Вот так вот в серединку ложим их. Косточкой пока вверх положу. Положу косточкой вверх. И даже вот так вот. Вот так. Косточкой вверх. У нас косточка. Вот так. Вот так. Косточкой вверх. Вот так. Закрываем. Я достигну. Так. Ну что, жарить. Так, вот наши угольки. Так, вниз. Вот так. Вот так. Ставим. Там самая горячая зона, туда не стоит. А вот Мгм. здесь как раз.
Где Хорошая. угли, да? Там Угли, темнее. угли должны быть цвета Пепел. пепла, седые. Вот так вот им досталось, седые. Ну что, пусть жарится. Продолжим после. Продолжим позже. Прошло минут 20-25. Перец наш уже готов. Картошка уже наша тоже подходит. Перчик сразу сняли, чтобы не загорел. Чтоб не сгорел перец, да. Занимаемся картошкой. Шкварчит аппетитно. Вот такая наша картошка. Мы ее еще раз подсаливаем. Золотистый. Еще раз подсаливаем. Будем перемешивать. И добавлять чеснок. Перемешиваем ее. Она у нас уже Красота. тяжелая сковорода. Не удержать. Давай же Так. Закидываем чесночок. Пусть минут 5 чесночок пройдет парами вместе с картошечкой. Главное не перемешивать, чтобы к сковородке не пристал. Да, да, мы не будем перемешивать его. Мы его уже мешать не будем. Так вот и подавать будем. Так, ну вот и все. Закрываем крышечкой. И ждем минут 4-5. И картошечка наша будет готова. А тем временем достаем мяско с мангала. Та-дам. Наше мясо готово. Вот. Очень хорошо закармелизировалось. Отошло от косточки. Видно, что отошло хорошо от косточки мясо. То есть уже оно практически готово. И мы сейчас будем его выкладывать на картошечку. Вот так. Вот так. Такие кусочки у нас получились. Прошло минут 5-4, может чуть меньше. Достаем, открываем крышку. Выкладываем. Так. Вот так. И И хочу разрезать, показать, какое внутри оно у нас получилось. Режется хорошо. Вот такое оно у нас. Сочное. Сочное мяско. Так, до косточки прорезаю, оно уже отходит у нас. Да, неудобно. Вот это тоже кусочек. Вот такое вот оно у нас. белое, Сочное, прожаренное. да, и сочное. Так. И остается нам присыпать зеленью слегка. Вот такой у нас получился ужин. Вот
такой получился у нас недиетический ужин, зима близко. Ставьте лайки, пишите, что приготовить в следующий раз. Присылайте свои рецепты и подписывайтесь. И приятного аппетита!